большой брат следит за тобой. Хотя вы и без меня знаете, как спецслужбы управляют миром. Впрочем, мне бы хотелось надеяться, что после этого видео господин Нетаньяху не отправит ко мне своих мальчиков. Хотя, если задуматься, может быть, они уже здесь, сидят за стеной и внимательно изучают каждое мое слово. Задумывались ли вы, что на Земле что-то происходит само по себе без стороннего вмешательства? Редко. Очень редко. ЦРУ, Ми-6, ФСБ. Эти названия вы слышите регулярно. Фильмы, новости, конспирологические теории. Но среди них есть одна организация, имя которой вызывает особый трепет. Даже не страх, а уже какую-то мифичность. Моссад. Израильская внешняя разведка. Это не просто шпионская организация, это синоним абсолютной, хирургической, снайперской точности, хитрости и профессионализма. Моссад известен своими дерзкими операциями высочайшего уровня сложности, которые могут происходить где угодно. В центре Парижа, в густых джунглях Уганды или в самых охраняемых зданиях Тегерана. Они умеют делать то, что кажется невозможным. А знали ли вы, как они это делают? Как невидимая рука Моссад может проникать за пределы государства? Менять ход истории и управлять ситуациями, где ставка – обычно жизнь и государственная безопасность. Истории их операций иногда напоминают сюжеты шпионских блокбастеров. Нахождение и похищение нацистского преступника Адольфа Эйхмана прямо из Аргентины. Ликвидация террористов, причастных к трагедии на Олимпиаде в Мюнхене. Уничтожение ядерного реактора в Ираке. И это лишь верхушка айсберга. За всеми этими успехами стоят годы, десятилетия подготовки, хитроумные планы и, конечно, те самые загадочные агенты Моссада, которые умеют быть не просто незаметными, а иногда даже невидимыми. Может показаться, что это просто сказки, мифы, созданные для устрашения врагов. Но чем больше вы узнаете о Моссад, тем очевиднее становится. И реальность порой намного круче вымысла. Сегодня мы разберемся, как работает эта тайная агентура, какие операции принесли ей мировую славу и почему даже спустя десятки лет ее имя остается синонимом страха и уважения. И почему террорист должен дважды подумать, прежде чем соглупить. Присаживайтесь поудобнее, молодые агенты, ведь прямо сейчас мы приоткроем завесу тайны над одной из самых эффективных разведывательных служб в мировой истории. Что такое Моссад? Механей, Лемадиин, Улет Тавкидим, Меюхадим. Израильская внешняя разведывательная служба, выполняющая разведывательные, контртеррористические и специальные операции за пределами Израиля. Структура организации, ее методы работы держатся в строгой секретности. Моссад – одна из трех основных израильских спецслужб наряду с военной разведкой и контрразведкой. В сферу деятельности Моссада входит непосредственно разведка, сбор информации, проведение различных операций под прикрытием и контртеррористические операции. Моссад не связан ни с каким из демократических институтов Израиля, его деятельность не регулируется официальными законами Израиля никоим образом, даже основными законами. Поэтому нередко Моссад характеризуется как государство в государстве. Также его называют политическая разведка Израиля по своему назначению и функциям, сравнимой с ЦРУ. Сведения о бюджете и численности сотрудников Моссада фактически носят характер государственной тайны. По некоторым оценкам, ежегодный бюджет составляет 10 миллиардов шекелей или 3 миллиарда долларов, а в деятельность разведслужбы вовлечены около 7 тысяч человек. По этим показателям среди стран западного мира Моссад уступает только ЦРУ. Главный офис организации находится в Тель-Авиве на бульваре Шауль-Хамелех. Основные оперативные подразделения с 1989 года размещаются в пригородах Тель-Авива. Эта служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра Израиля. На эмблеме организации изображена минора, являющаяся гербом государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Моссад занимается сбором и анализом разведывательной информации, а также тайными специальными операциями за пределами Израиля. Организация играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и предотвращении угроз для государства Израиль. Работа Моссад часто окутана завесой секретности, что делает его деятельность объектом интереса и многочисленных спекуляций.
Основные цели и задачи. Тайный сбор информации за рубежом. Предотвращение террористической деятельности против израильских и еврейских объектов. Развитие и поддержание особых секретных связей, политических и иных. Предотвращение разработок и приобретение запасов неконвенционального оружия враждебными странами. Осуществление репатриации евреев из стран, официальный выезд из которых невозможен. Получение стратегической, политической и оперативной разведывательной информации. Выполнение особых операций за пределами государства Израиль. Но просто понятием не обойдешься. Чтобы глубже понять суть лучшей шпионской агентуры в истории, давайте погрузимся в длинную, но интересную историю. Предыстория и предпосылки создания. Одну из основных ролей в создании службы сыграл печально известный Холокост, в ходе которого миллионы евреев были уничтожены нацистами. Ужасы Холокоста показали, что еврейскому народу необходимо собственное государство и эффективные методы защиты. После войны возникло осознание, что международное сообщество не способно обеспечить безопасность евреев, что побудило лидеров Израиля создать мощные разведывательные структуры, такие как Моссад, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий. Также немалую роль сыграла эвакуация евреев и борьба за иммиграцию. После войны миллионы евреев оказались перемещенными лицами, лишенными домов и гражданства. Британский мандат в Палестине ограничивал еврейскую иммиграцию, что вынуждало подпольные организации, такие как Хагана и Моссад эль-Алиебет, разведывательное подразделение для нелегальной переправки евреев, заниматься организацией тайной переправки евреев в Палестину. Еще раз, друзья, должен был быть разработан план или планы по эвакуации и тайной иммиграции десятков тысяч евреев в их новое государство. Представьте сложность подобных мероприятий. В будущем эти операции стали прототипом для операций современного Моссада. Создание.
Еще до провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года в рамках еврейской самообороны Хагана действовала единая служба под названием Шерут Едиот, или сокращенно ШАЙ. Она занималась как разведывательной, так и контрразведывательной деятельностью. ШАЙ вербовала агентов в структурах власти британского мандата, искала информаторов в арабской среде, предотвращала проникновение вражеских агентов в ряды Хаганы и еврейского агентства, а также противодействовала радикальным еврейским организациям вроде Лехи. 30 июня 1948 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона руководитель ШАЙ Иссер Беери собрал совещание с начальниками отделов, где объявил о реформировании службы по образцу британских разведывательных структур. 13 декабря 1949 года премьер-министр тот же Давид Бен-Гурион направил секретное письмо в Министерство иностранных дел, в котором сообщил о создании объединенной структуры для координации всех разведывательных служб. Внешнюю разведку передали военной разведке и подразделению Махликет Амихкар при политическом управлении МИДа, а контрразведку и вопросы внутренней безопасности общей службе безопасности. Руководство поручили Ревену Шилааху, который стал советником премьер-министра по вопросам внешней политики и стратегии. Конфликты и дублирование функций между военной разведкой и Махликет Амихкар затрудняли работу. 2 марта 1951 года Давид Бен-Гурион издал приказ о создании независимого центра, занимающегося разведывательной деятельностью за рубежом. Эта структура получила название Харашут – управление, а ее руководителем стал Хаим Яяари. С момента основания Харашут был ключевым подразделением Моссада, включавшим представителей других спецслужб как на штабном, так и на оперативном уровне. Оперативники Махликет Амихкар перешли под руководство военной разведки. В результате внешняя разведка вышла из подчинения МИД и стала напрямую подчиняться премьер-министру. Эта структура, сформированная по американскому образцу, сохраняется до сих пор. До 1957 года оперативные задачи Моссад выполнял с привлечением сотрудников из других спецслужб, так как собственные подразделения отсутствовали. В центральном аппарате в первые 2 года работало всего 11 человек. Шилаах разработал основные принципы работы израильской разведки, которые актуальны сегодня. Он сформулировал следующие постулаты. Израильская разведка должна гарантировать безопасность евреев во всем мире. Тайная деятельность должна использовать передовые технологии и достижения в области шпионажа, включая тесное сотрудничество с дружественными разведслужбами. Шилаах также предложил так называемую периферийную концепцию, предполагающую установление и развитие связей со странами Африки и Азии, не являющимися ближайшими соседями Израиля. Этот подход стал одним из ключевых принципов израильской разведки. Кроме того, он сделал ставку на использование еврейской диаспоры для разведывательных целей, что позволило Моссаду сохранить небольшую численность штатных сотрудников при высокой эффективности. За первый год своей работы Шилаах наладил сотрудничество с дружественными иностранными спецслужбами, прежде всего с ЦРУ. Ревен Шилаах проявлял себя как талантливый теоретик, разведчик и дипломат, однако не обладал способностью к повседневной рутинной организационной работе. Кроме того, его здоровье ухудшилось из-за травм, полученных в автомобильной аварии. Понимая, что не справляется со своей ролью, Шилаах подал в отставку 12 сентября 1952 года. После его ухода должность директора Моссада и куратора всех разведывательных служб занял Иссер Харель, который оставался на этом посту до марта 1963 года. Давид Бен-Гурион называл Хареля Мемуне, с иврита «ответственный». Харель возглавлял Объединенный комитет руководителей спецслужб, а также был советником премьер-министра по вопросам безопасности и обороны. На протяжении 11 лет он являлся одной из ключевых фигур в государстве, сосредоточив в своих руках руководство всеми спецслужбами и отчитываясь только перед премьер-министром. Практически сразу после вступления в должность Харель добился от Бен-Гуриона 10-кратного увеличения бюджета Моссада и провел его реорганизацию. Под его руководством была создана специальная школа для подготовки агентов и установлены строгие критерии отбора. Харель говорил: «Мне нужны люди, которые испытывают отвращение к убийству, но которых, тем не менее,
можно обучить убивать. Он считал, что Моссад должен компенсировать недостаток ресурсов Израиля в сравнении с его противниками. Мы окружены врагами, значительно превосходящими нас численностью, поэтому разведка должна быть нашим длинным щупом, позволяя выполнять нехватку времени и пространства. Харель отличался авторитарным стилем руководства, требуя безоговорочного подчинения и личной преданности сотрудников. При этом он заботился о лучших агентах, укрепляя их чувство элитарности и значимости службы. Харель делал все возможное, чтобы вернуть провалившегося агента домой. Если сотрудник попадал в плен не по своей вине, его оставляли в штате, и многие из них впоследствии успешно работали с новой легендой и документами в другой стране. Один из коллег Хареля однажды заметил: если бы Харель остался в России, он наверняка возглавил бы КГБ, а этого монстра Берию проглотил бы на завтрак, даже не поперхнувшись. В 1955 году Харель решил привлечь к работе в Моссад бывших подпольщиков времен британского мандата из группы Лехи, распущенной после создания Израиля. Хотя Давид Бен-Гурион с недоверием относился к правым, Харелю удалось убедить его в правильности такого шага. В результате около 10 ветеранов Лехи поступили на службу в Моссад и другие спецслужбы. Среди них наиболее известным стал Ицхак Шамир, один из бывших лидеров Лехи. Шамир впоследствии возглавил европейский отдел Моссада, а позже дважды избирался премьер-министром Израиля. Первое оперативное подразделение появилось в Моссаде в середине 1955 года после скандального провала операции Сусанна, проводившейся военной разведкой в Египте, и увольнения ее руководителя Беньямина Гибли. Возглавить оперативное отдел были приглашены Авраам Шалом и Рафи Эйтан, которые ранее работали с Харелем в службе безопасности. В 1958 году, после раскрытия сотрудника военной разведки Аври Эляда, оказавшегося египетским шпионом, Харель добился для Моссада права проведения не только разведывательных, но и диверсионных операций. По мере расширения организации в ее структуре было создано 8 функциональных управлений. В рамках внешнеполитической периферийной стратегии Израиля Моссад начал активно сотрудничать с турецкой службой национальной безопасности МИД и иранской разведкой САВАК. Это сотрудничество было направлено на противодействие Сирии, Ираку и усилению влияния СССР на Ближнем Востоке. Реформы Амита. В марте 1963 года Исер Харель покинул пост директора Моссада из-за разногласий с премьер-министром Давидом Бен-Гурионом. Конфликт был вызван вопросом проведения диверсионных операций против немецких ученых, которые участвовали в разработке ракетной программы Египта. На место Хареля был назначен начальник военной разведки генерал-майор Меир Амит, стиль руководства которого существенно отличался от его предшественника. Амит внес значительные изменения в структуру Моссада, четко распределив задачи между спецслужбами, внедрив компьютеризацию, стратегическое планирование и делегирование полномочий. Эти реформы сыграли важную роль во время шестидневной войны, когда израильская разведка располагала практически всей необходимой информацией о противнике. Значительный вклад в успех внесли агенты Моссада Вольфганг Лотц, работавший в Египте, и Эли Коэн, работавший в Сирии. Меир Амит отмечал, что в условиях небольшой территории Израиля эффективная работа разведки, включая Моссад и другие спецслужбы, компенсировала нехватку пространства. Амит продолжал развивать периферийную концепцию Шалаха, используя для разведывательной работы более 30 посольств, открытых в странах Азии и Африки. Разведчики также действовали в государствах, с которыми у Израиля не было официальных дипломатических отношений. При поддержке американских союзников, с которыми Моссад делился разведданными, организация развернула широкую деятельность на африканском континенте. В Азии была создана резидентура в Сингапуре, а также установлены тайные контакты со спецслужбами Индии и Индонезии. Но еще немного, друзья, поговорим об истории, приближаясь к нашему времени. С момента создания Моссада его деятельность в основном была сосредоточена на противодействии арабским странам, которые угрожали Израилю войной. Однако после победы в шестидневной войне приоритеты изменились, и на первое место вышла борьба с международным терроризмом, направленным против израильтян. Основную угрозу в этой сфере представляли радикальные палестинские террористические организации, прежде всего Организация освобождения Палестины. Этим направлением занялся новый глава Моссада Цви Замир, под руководством которого начались масштабные операции по ликвидации палестинских террористов,
после трагедии на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В 1974 году пост директора Моссада занял генерал Ицхак Хофи, ранее командовавший Северным военным округом. При нем продолжались операции по устранению террористов, был активизирован процесс внедрения современных электронных средств разведки и налажены связи с ливанскими христианскими группировками. Также в этот период особое внимание Моссада было направлено на Ирак, чья ядерная программа вызывала серьезные опасения у израильского руководства. Усилиями израильской разведки удалось замедлить создание иракского ядерного реактора, хотя полностью сорвать эту программу не получилось. Когда в 1981 году премьер-министр Менахим Бегин принял решение о бомбардировке иракского ядерного объекта, Хофи выступил категорически против этой операции. В 1982 году Ицхак Хофи ушел в отставку. Премьер-министр Бегин планировал назначить своего заместителя, начальника генерального штаба, генерал-майора Якутеля Адама по прозвищу Кутси, ранее занимавшего пост начальника отдела агентурной разведки в Моссаде. Однако 10 июня генерал Адам погиб в перестрелке в пригороде Бейрута. Таким образом, Моссад впервые возглавил кадровый разведчик Нахум Адмони, ранее занимавшийся иракским направлением. В кругах разведки его считали бесцветным середнячком, менеджером и бюрократом. Наиболее успешной операцией того периода стало убийство лидера военного крыла Фатх Абу Джихада в Тунисе в 1988 году. Спустя год Нахума Адмони сменил другой кадровый сотрудник Моссада – Шабтай Шавит. Назначение Шавита вызвало небольшой скандал. После ухода Адмони в отставку, Шавит, будучи заместителем директора Моссада, поставил главе правительства Ицхаку Шамиру ультиматум: либо он станет директором, либо уйдет в отставку вместе с Адмони. Шамир был возмущен, но назначил Шавита на этот пост. Шавит уделял большое внимание координации работы с военной разведкой и был сторонником строгой конспирологии. В целом, в этот период репутация Моссада испытала значительные испытания из-за ряда ошибок, которые привели к громким скандалам. В 1991 году сотрудники Моссада были арестованы в Никосии за установку прослушивающей аппаратуры в посольстве Ирана. В 1995 году резидент Моссада в Москве Реувен Динель был задержан при получении секретных документов, а точнее детальных космических фотоснимков арабских стран от бывших сотрудников ГРУ. В 1996 году генерал-майор Дани Ятам был назначен новым директором организации. Впервые имя главы Моссада стало широко известно общественности. Также были рассекречены имена 7 директоров Моссада за предыдущие 45 лет. Ятам сосредоточил усилия на борьбе с терроризмом на палестинских территориях, улучшении технического оснащения и развитии сотрудничества со спецслужбами африканских стран, в частности с Заиром и ЮАР. Тем не менее, наиболее громкие скандалы произошли в его период. Например, в октябре 1997 года была выявлена афера Ягуда Гиля, который долгие годы обманывал Моссад, подсовывая вымышленную информацию от якобы завербованного сирийского генерала. Все деньги, выделенные на выплаты генералу, Гиль присваивал. В феврале 1998 года сотрудника Моссада Ицхака Бен Таля арестовали в Швейцарии при попытке прослушивания иранского представительства в ООН. Халеви придерживался политики прозрачности и следил за тем, чтобы деятельность Моссада освещалась в СМИ должным образом.
Структура Моссада. Дирекция. Дирекция Моссада занимается стратегическим управлением всей организации. Она подчиняется непосредственно премьер-министру Израиля и отвечает за координацию всех операций. Директор возглавляет организацию и обеспечивает ее связь с правительством. Оперативные отделы. Кесария, он же Кидон. Это одно из самых элитных и известных подразделений Моссада, специализирующихся на тайных операциях за пределами Израиля. Оно выполняет широкий спектр задач, включая разведку, внедрение агентов в структуры противника, планирование и проведение сложнейших операций под прикрытием, а также устранение угроз национальной безопасности. Отдел работает в высочайшем уровне секретности, координируясь с другими отделами, такими как Невиян. В числе задач создание агентурной сети, сбор стратегической информации, похищение или ликвидация ключевых фигур, представляющих угрозу для страны. Одной из самых известных операций подразделения считается захват нацистского преступника Адольфа Эйхмана в Аргентине в 1960 году, который показал мастерство в планировании и скрытности, а также выслеживание и ликвидация террористов, связанных с трагедией в Мюнхене. Работа Кесария остается ключевой в деятельности Израиля, укрепляя его репутацию как одной из самых эффективных разведывательных служб в мире. Кстати, все это время на ваших экранах была именно Кесария. Цомет. Цомет – ключевое подразделение израильского Моссада, ответственное за вербовку и управление агентурной сетью за рубежом. Его оперативники привлекают информаторов, обеспечивают их безопасность, передают информацию и анализируют данные, полученные от агентов. Действуя глобально, Цомет использует психологические, дипломатические и оперативные методы, часто в условиях высокого риска. Это подразделение играет центральную роль в работе Моссада, поскольку информация, добытая его агентами, служит основой для стратегических решений и дальнейших операций, включая те, что проводит элитное подразделение Кесария. Невиян. Это специализированное подразделение Моссада, отвечающее за техническую разведку и проведение операций, связанных с внедрением технических средств для сбора информации. Его основная задача – установка подслушивающих устройств, скрытых камер, перехватка коммуникаций, взлом систем и работа с передовыми технологиями, которые позволяют получать данные из самых сложных и закрытых источников. Невиян действует в тесной координации с оперативными подразделениями, предоставляя техническую поддержку для проведения миссий и создавая условия для успешного выполнения задач. Например, специалисты этого отдела разрабатывают нестандартные устройства и методы, которые позволяют Моссаду получать доступ к засекреченной информации без прямого контакта с целями. Помните недавнюю историю с пейджерами Хазбаллы, когда они резко у всех взорвались в кармане, при этом большинство ранив или убив? Ну вот. Аналитические отделы. Аналитические подразделения Моссада обрабатывают полученные данные и предоставляют ключевые выводы для стратегического планирования. Они исследуют информацию из различных источников, включая агентурные данные, спутниковые снимки и цифровую разведку, чтобы предоставлять правительству точные и обоснованные разведывательные отчеты. Мильям. Мильям – сердце аналитического направления Моссада. Здесь тонны сырых данных превращаются в стратегические инсайды, которые напрямую влияют на национальную безопасность. Аналитики этого отдела разрабатывают прогнозы, отслеживают глобальные угрозы и готовят отчеты, на которые полагается израильское правительство в своих решениях. Центр целевого анализа. Этот отдел специализируется на идентификации ключевых целей для операции. Он анализирует структуру противника, выделяет лидеров, значимые объекты и слабые места, которые могут повлиять на успех миссии. Работа центра помогает оперативным подразделениям действовать эффективно и с минимальными рисками. Отдел оперативного анализа. Отдел оперативного анализа занимается оценкой ситуации в реальном времени на местах проведения операций. Здесь оперативные данные обрабатываются для оценки рисков и выработки тактических решений. Этот отдел обеспечивает актуальную поддержку для выполнения миссий в динамичных и сложных условиях. Технологический аналитический отдел.
Технический аналитический отдел работает с данными, полученными через технические средства разведки. Сюда входят спутниковые снимки, перехваты коммуникаций и цифровая информация. Специалисты этого отдела используют передовые технологии для анализа данных и выявления важных деталей, недоступных другими методами. Центр занимается сбором и анализом информации из открытых источников, таких как СМИ, социальные сети и публикации. Он выявляет потенциальные угрозы, анализирует общественные настроения в ключевых регионах и отслеживает информационные кампании против Израиля. Отдел по логистике и поддержке. Отдел логистики в Моссаде играет ключевую роль в обеспечении успешного проведения операций, предоставляя оперативникам необходимые ресурсы и поддержку. Он отвечает за организацию транспортировки, снабжение специальным оборудованием, подготовку документов прикрытия и управление безопасными базами. Хотя подробности о структуре и деятельности отдела логистики Моссада остаются засекреченными, его функции аналогичны логистическим подразделениям других разведывательных служб, обеспечивая оперативную гибкость и эффективность агентства. Отдел психологических операций и дезинформации. Отдел психологических операций и дезинформации в Моссаде занимается разработкой и проведением информационных кампаний, направленных на манипуляцию общественным мнением и дестабилизацию противника. Его деятельность включает в себя создание и распространение ложной информации, использование средств массовой информации и социальных сетей для влияния на ключевые группы, а также проведение операций по деморализации врага. Этот отдел играет ключевую роль в асимметричных конфликтах, предоставляя Израилю стратегическое преимущество без необходимости прямого применения военной силы. Как и другие подразделения Моссад, его деятельность остается строго засекреченной. Школа подготовки. Школа подготовки агентов Моссада называется Мидрашат. Это переводится как Институт Моссада. Это закрытое учебное заведение, где будущие сотрудники проходят интенсивное обучение и подготовку перед тем, как приступить к работе в организации. Программа обучения включает разнообразные дисциплины, такие как методы ведения разведки, контршпионаж, психология, работа под прикрытием, искусство допроса, использование технологий, оперативная техника, навыки самозащиты, а также языковая подготовка. Особое внимание уделяется работе в условиях высокого риска и враждебной среды. Все обучение строго засекречено, а само существование этой школы долгое время не подтверждалось официально. Кадровая политика. Набор сотрудников в Моссад обычно проводится среди граждан Израиля, которые уже отслужили в армии, а также среди выпускников высших учебных заведений. Предварительный этап испытаний и проверок длится несколько месяцев. Этой работой занимается вербовочный отдел кадрового управления. Кандидаты, успешно прошедшие все проверки, зачисляются в Академию Моссада, известную, как ранее упомянутая, Мидраш. Академия Мидраш была создана в середине 1960-х годов в связи с увеличением числа сотрудников. Ее название засекречено и не произносится даже внутри учебного заведения. С момента зачисления курсанты получают псевдонимы и легенду, которые они обязаны придерживаться на протяжении всего времени обучения. Программа Академии направлена на подготовку профессиональных шпионов, способных выполнять задачи любого уровня сложности в любой точке мира и в любых условиях. После года обучения курсанты проходят стажировку в различных подразделениях Моссада. Затем они возвращаются в академию для прохождения следующего этапа подготовки. Только те, кто успешно завершает все уровни обучения и сдает контрольные экзамены, становятся полноценными сотрудниками организации. Многочисленные миграционные потоки, которые принял Израиль, предоставляют разведке возможность подбирать сотрудников, идеально подходящих для работы в конкретных странах мира. Это может быть определено внешностью, культурными особенностями, знанием страны или языка, включая местные диалекты. Благодаря этому внедрению нелегала иногда занимало не годы, а считанные месяцы или даже дни. Однако использование в оперативной работе местных евреев строго ограничивается, так как провал такого агента часто вызывает рост антисемитских настроений. Этот метод применяется лишь в исключительных ситуациях, когда другие варианты невозможны. С 1990-х годов Моссад начал публиковать объявления о наборе сотрудников в израильских газетах. В 2000 году появилось объявление с текстом:
Моссад открыт не для всех, но, возможно, для тебя. По легенде, на него откликнулось около 1000 человек, но принят был только один кандидат. На официальном сайте Моссад также можно найти анкету для подачи заявки, в том числе и на русском языке. Ссылку я оставлю в описании. В 2001 году начальник отдела кадров Моссада впервые публично озвучил требования кандидатам на работу в разведке. Если 30 лет назад предпочтение давалось людям с восточной внешностью и знанием арабского языка, то со временем, с изменением приоритетов в работе службы, эти критерии существенно изменились. Сегодня мы ищем лису, который обладает широкими знаниями и вниманием к мелочам. Такой человек должен быть хитрым, пронырливым, но при этом надежным, честным и обладающим моральными ценностями. Одним из принципов Моссада остается стремление любой ценой спасать своих агентов, попавших в плен. Например, Иегуду Тагара, арестованного в 1951 году в Багдаде, удалось освободить в 1960 году в обмен на данные о заговоре против премьер-министра Ирака генерала Абдель-Карима Кассема. Вольфганг Лотц, осужденный в Египте в 1965 году на пожизненное заключение, был освобожден в 1968 году в рамках обмена на большое количество пленных египтян, включая 9 генералов. Саяним – добровольные помощники. Помимо сотрудников и агентов, в своих операциях Моссад активно привлекает так называемых саяним – участников международной сети добровольных помощников. Саяним могут быть только евреи, которые остаются лояльными своей стране. Например, еврей по национальности, но гражданин Германии, но при этом он испытывает симпатию и поддержку к государству Израиль. Эти добровольцы действуют исключительно на территории своей страны и предоставляют помощь на добровольной основе. Важно не путать сеть Саяним с агентурной сетью. Добровольные помощники скорее выполняют роль внештатных сотрудников, оказывая содействие агентам Моссада через свое имущество, профессиональные навыки или общественные связи. Согласно официальным правилам, Саяним должны быть уверены, что их помощь не используется в акциях, направленных против государства, гражданами которого они являются. Пример работы Саяним. Допустим, Моссад проводит операцию на территории Франции, целью которой является ликвидация опасного террориста. Для выполнения задачи агентам требуется легальный автомобиль. Они обращаются к одному из Саяним, который соглашается оставить свой автомобиль в заранее оговоренном месте. После завершения операции автомобиль возвращают владельцу, который не узнает деталей, кем и для каких целей его транспорт использовался. В случае провала у владельца подготовлено заявление о том, что его автомобиль был угнан. А сейчас поговорим про самые известные и наиболее дерзкие операции Моссада. Операция Энтебе, также известная как операция Гром или операция Йонатан, одна из самых знаменитых спасательных операций в истории, проведенная Израилем 4 июля 1976 года для освобождения пассажиров захваченного террористами самолета. Эта операция сочетала в себе военную точность и дипломатическую изобретательность. 27 июня 1976 года самолет Airbus A300 компании Air France, выполнявший рейс Тель-Авив-Париж с остановкой в Афинах, был захвачен 4 террористами. Двое из них принадлежали к Народному фронту освобождения Палестины, двое к немецкой террористической группе «Революционные ячейки». Они заставили экипаж отклонить курс и приземлиться в Энтебе, Уганда.
Президент Уганды, небезызвестный Иди Амин, известный своими антисемитскими настроениями, предоставил террористам поддержку. Захватчики потребовали освободить 53 заключенных палестинских и пропалестинских боевиков в обмен на жизнь заложников. На борту находились 248 пассажиров и экипаж. Вскоре террористы разделили их по национальному признаку, оставив израильтян и евреев в заложниках, а остальных отпустили. Их удерживали в старом терминале аэропорта Энтебе, который охраняли угандийские солдаты. Планирование операции. Израиль не пошел на переговоры, а начал разрабатывать план спасения. Учитывая расстояние более 4000 километров от Израиля до Уганды, операция представляла собой сложнейшую задачу, которая включала доставка израильского спецназа на 4 транспортных самолетах Геркулес С-130, нейтрализацию террористов и угандийских военных, освобождение заложников, быстрое возвращение в Израиль. Для подготовки использовались макеты терминала аэропорта и разведданные о местности. Были привлечены агенты Моссад, которые собрали информацию от пассажиров, отпущенных террористами, и отраслевые контакты Израиля в Уганде. Операция началась ночью 4 июля. Израильские спецназовцы прибыли на Геркулес, замаскированных под угандийские самолеты. Для отвлечения внимания они использовали черный Мерседес, похожий на автомобиль Иди Амина. Группа спецназа, одетая в угандийскую форму, проникла в терминал, где находились террористы. Все террористы были нейтрализованы в течение нескольких минут. Военные Амина попытались вмешаться, но израильтяне уничтожили несколько угандийских самолетов на взлетной полосе, чтобы предотвратить преследование. Все заложники были загружены в Геркулес и доставлены в Израиль. Операция заняла всего 90 минут. В ходе миссии были убиты все террористы и около 45 угандийских солдат. 102 заложника были спасены. Один из заложников, Дора Блох, которая была госпитализирована до операции, была убита по приказу Амина. Что до сих пор уже 30 лет пережитая боль моя, моей жены и 5 дочерей омрачает нашу жизнь. Единственная значимая военная потеря Израиля в этой операции – командир штурмовой группы Йонатана Нетаньяху, старший брат Беньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля. Операция Энтеба стала символом израильской решимости защищать своих граждан, где бы они ни находились. Она укрепила репутацию Израиля как государства, способного действовать с невероятной точностью и силой, и вошла в учебники по военной тактике как пример идеальной спецоперации. Поимка Эйхмана. Адольф Эйхман – нацистский преступник, который во время Второй мировой войны занимал пост начальника отдела 4Б4 Главного управления имперской безопасности. Этот отдел отвечал за депортацию евреев из оккупированных стран в концентрационные лагеря. Эйхман сыграл ключевую роль в реализации так называемого окончательного решения еврейского вопроса. После войны Эйхману удалось скрыться. Сначала он был арестован американцами, но благодаря поддельным документам бежал из лагеря для военнопленных. Несколько лет он скрывался в Европе, а затем при помощи сети бывших нацистов и католической церкви перебрался в Аргентину. Там он жил под именем Рикардо Климента, устроившись работать на заводе. К 1950 годам Израиль начал активно разыскивать нацистских преступников. Однако найти Эйхмана оказалось непросто. Его местонахождение удалось установить благодаря счастливой случайности. В 1957 году Лоттер Герман, еврейский эмигрант, живший в Аргентине, сообщил израильским властям, что его дочь встречается с парнем, утверждающим, что его отец был высокопоставленным нацистом. Информация была передана Моссаду, который начал расследование. Подтверждение личности Эйхмана стало результатом долгой работы. Агенты изучали фотографии, перехватывали переписку и следили за подозреваемым. В 1960 году стало окончательно ясно, что под именем Рикардо Климента скрывается Адольф Эйхман. Руководство операцией взял на себя директор Моссада Исер Харель, с которым мы уже знакомы. Операция планировалась с максимальной осторожностью, чтобы избежать провала. Израильские агенты прибыли в Буэнос-Айрес по поддельным документам. В течение нескольких недель они изучали распорядок дня Эйхмана, его маршруты, привычки.
Оперативная группа арендовала дом неподалеку от места, где он жил, и оборудовала его для временного содержания захваченного. Задача усложнялась тем, что Аргентина не сотрудничала с Израилем в вопросах выдачи военных преступников. Израильские власти решили не обращаться за официальной помощью, опасаясь утечки информации и дипломатического скандала. Операция была назначена на 11 мая 1960 года. В этот день Эйхман, как обычно, вернулся домой с работы на автобусе. Выйдя на остановке, он направился к своему дому. Агенты Моссада ждали его на пустынной улице. Один из них спросил: «Un momento, сеньор», «Минуточку, сеньор», а затем, убедившись, что это Эйхман, повалил его на землю. Другие агенты быстро затолкали его в машину и увезли в заранее подготовленное укрытие. Эйхман не оказал серьезного сопротивления, хотя позже признался, что был шокирован происходящим. Самым сложным этапом операции был тайный вывоз Эйхмана в Израиль. Через несколько дней после захвата в Буэнос-Айрес прибыл израильский самолет, выполнявший официальный рейс авиакомпании Эль-Аль. Эйхмана усыпили с помощью инъекции и переодели в форму авиаперсонала. С фальшивым паспортом он был проведен через паспортный контроль. Никто из аргентинских властей не заподозрил, что на борту находится один из самых разыскиваемых нацистских преступников. 17 мая 1960 года самолет благополучно приземлился в Тель-Авиве. Суд и приговор. Суд над Адольфом Эйхманом начался в 1961 году и стал первым процессом, который транслировался по телевидению. Это был не просто суд над конкретным преступником, но и акт исторической справедливости для миллионов жертв Холокоста. Эйхман отрицал свою вину, утверждая, что он лишь выполнял приказы. Однако суд признал его виновным в преступлениях против человечности, военных преступлениях и геноциде. 15 декабря 1961 года Эйхман был приговорен к смертной казни. Его казнь, проведенная 1 июня 1962 года, стала единственным случаем в истории Израиля, когда был вынесен смертный приговор. Операция «Гнев Божий» стала одним из самых резонансных ответов на терроризм в истории. Целью операции была ликвидация организаторов теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где члены палестинской террористической группировки «Черный сентябрь» убили 11 израильских спортсменов. Операция растянулась на десятилетия и стала образцом целеустремленной мести за преступление, где операция исполнялась подразделением «Кесария». Поняли, к чему я? На Олимпийских играх в Мюнхене 5 сентября 1972 года члены Черного сентября захватили израильских спортсменов, требуя освобождения палестинских заключенных. Попытка немецкой полиции штурмовать захваченный самолет закончилась катастрофой. Все заложники были убиты. Эта трагедия вызвала волну возмущения в Израиле и по всему миру. Премьер-министр Израиля Голда Меир дала указание Моссаду найти и уничтожить всех причастных к этому злодеянию. Моссад составил список из 20 человек, которые, по данным разведки, были связаны с организацией и проведением теракта. Среди них были не только члены Черного сентября, но и высокопоставленные лидеры Организации освобождения Палестины. Операция должна была стать не только актом возмездия, но и предупреждением террористам всего мира, что убийство израильтян не останется безнаказанным. Моссад развернул масштабную сеть агентуры в Европе и на Ближнем Востоке. Использовались поддельные документы, конспиративные квартиры и тщательно проработанные легенды для прикрытия агентов. Каждая ликвидация планировалась с учетом минимизации побочных жертв. Агенты использовали разнообразные методы: стрельбу из оружия с глушителем, подрывные устройства и яды. Для координации действий была создана специальная оперативная группа под руководством Михаэля Хареля. 26 октября 1972 года в Риме был ликвидирован Ваэль Зуайтер, представитель ООП в Италии. Моссад установил, что он причастен к финансированию Черного сентября. Двое агентов застрелили его из пистолетов на пороге его квартиры. В 1973 году в Париже был убит Махмуд Хамшари, официальный представитель ООП во Франции. Агенты Моссад под видом журналистов проникли в его дом и установили взрывное устройство в телефонном аппарате. Когда Хамшари поднял трубку, устройство сработало. Также были уничтожены Абдель Вахба, организатор логистической поддержки Черного сентября, Камаль Насери, один из главных идеологов ООП, убитый в Ливане,
Мохаммед Будия, финансист террористов, взорван в Париже. Самым крупным провалом стало убийство Ахмеда Бушики в Лилихаммере, Норвегия, в 1973 году. Бушики, марокканец по происхождению, был ошибочно принят за Али Хасана Саламе, одного из лидеров Черного сентября. Агенты Моссада убили его на улице, и норвежская полиция арестовала нескольких из них. Этот инцидент вызвал международный скандал и временно приостановил операцию. Али Хасан Саламе, известный как «Красный принц», был одним из ключевых организаторов теракта в Мюнхене. Его ликвидация стала кульминацией операции «Гнев Божий». 22 января 1979 года в Бейруте агенты Моссада установили взрывное устройство в автомобиль Саламе. Когда он проезжал по улице, бомба была приведена в действие, уничтожив не только Саламе, но и его охранников. К 1980 годам большая часть целей операции была устранена. Несмотря на громкие успехи, Моссад продолжал сталкиваться с критикой за использование крайне радикальных методов борьбы. Да, операция «Гнев Божий» осталась в истории как пример решимости государства защитить своих граждан и добиться справедливости. Однако методы ликвидации террористов вызвали большие споры. Многие считали их оправданными, но некоторые обвиняли Израиль в нарушении международного права. Тем не менее, «Гнев Божий» стал уроком для террористических организаций, показав, что Моссад найдет вас, где бы вы ни укрывались. Взрывы коммуникационных устройств Хазбаллы. 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы коммуникационных устройств исламистской вооруженной организации Хазбалла. Эти события стали настоящим шоком для региона. Первая волна взрывов началась 17 сентября в 15:30 по местному времени, когда тысячи карманных пейджеров взорвались одновременно по всей территории Ливана и в сирийском Дамаске. Это привело к жертвам и многочисленным ранениям среди гражданских лиц и членов Хазбаллы. В результате погибло не менее 16 человек, и тысячи получили серьезные травмы, включая случаи, когда люди потеряли зрение. Вторая волна взрывов произошла 18 сентября, и вновь масштабы разрушений были огромными. Взрывы ручных раций и радиоэлектронного оборудования стали причиной смерти как минимум 25 человек и ранения сотен людей. Операция «Моисей». Моссад обеспечивает эвакуацию тысяч эфиопских евреев из Судана в Израиль через сложную тайную сеть. Операция «Опера». Операция «Опера». Моссад предоставила разведданные, которые помогли израильским ВВС уничтожить иракский ядерный реактор. Операция «Архид», где Моссад собрал ключевую разведку, которая позволила Израилю нанести удар по сирийскому ядерному объекту. Ликвидация Абу-Джихада. Операция по ликвидации высокопоставленного члена ООП, организованная Моссадом в Тунисе. Убийство ученых-ядерщиков Ирана. Ахмад Ясин, Исмаил Хания, Яхья Синвар, Хасан Насралла. Длинные руки Моссада доставали их везде, и сколько еще мы не знаем. А вы думали, Моссад выглядят как Джеймс Бонд? Отнюдь, скорее как Джейсон Борн. И напоследок, Моссад — это не просто организация, это феномен, где слились профессионализм, хитрость и безграничная решимость. Их методы вызывают споры, у многих руки более чем по локоть в крови. Их операции часто окутаны тайной, но одно остается неизменным. Успех подготовленных ими операций всегда близок к 100%, почти как КПД вашего организма. И сейчас, прямо сейчас, где-то в офисе Тель-Авива идет подготовка к следующей операции, о которой вы, дорогие друзья, узнаете лишь через 30-40 лет, когда будете стариками, если вообще узнаете. А пока помните, даже самые незаметные детали вашей жизни могут быть частью чьей-то тщательно продуманной игры.
Пишет? Нет? Пишет. Привет. Если вы сейчас на меня смотрите, значит, скорее всего, видео вас заинтересовало, потому что прошел целый час. Я надеюсь, вам понравилось. Мы сделали огромнейшее часовое путешествие по Масаду. Я долго собирал данные, структурировал, писал сценарий, потом ребят собирал, чтобы что-то отснять, чтобы больше души видео дать. Я отдельное спасибо хочу сказать Андрею, Юре, Стасу, Илье за то, что согласились сняться в моем видео. Также огромное спасибо всем вам, потому что вы это видео посмотрели, оно вам, возможно, понравилось, возможно, нет, но так или иначе спасибо, очень приятно. Блин, не по сценарию вообще сложно что-то говорить, и я как-то переживаю. Мне больше нравится за камерой стоять, либо монтировать. Ну, как-то так. Сейчас будем снимать, я уже пишу сценарий, будем снимать видео про одну прикольную тему. Будет много экшена, в аренду возьмем пару штучек прикольных. Возможно, даже камеру классную, хотя нет. Короче, будет круто. Точно возьмем костюмы в аренду и локацию, ну, чтобы снять это все. И чтобы было много съемок, и видео максимально было прикольное. Я буду надеяться, что вам понравится. И ребята тоже будут надеяться, что вам понравится. Увидимся через 2 недели. Как-то так. В общем, не знаю, что еще сказать. Первый раз перед камерой. До новых встреч!